Привет! Это новые беспроводные наушники от Halo под названием G5. С виду может показаться, что новинка не особо отличается от своих предшественников из линейки GT1, но это только на первый взгляд. На самом же деле в G5 добавили несколько интересных фишек, которых лишены предыдущие модели. Если кратко, то теперь в наушниках есть датчики автопаузы, наконец-то интерфейс зарядки сменили на USB-C, а также добавили активацию игрового режима и встроили беспроводную зарядку в кейс. Ну а теперь, если тебе стало интересно, я расскажу обо всех моментах немного подробнее. Поставляются наушники в стандартной хейловской упаковке. Это черная картонная коробка, облаченная в цветную обложку. На лицевой стороне красуется само устройство, на тыльной обозначены краткие технические характеристики. Внутри в поролоновой проставке лежит кейс с наушниками черного цвета, а ниже под картонной перегородкой спрятали всю периферию, комплект сменных амбушюр, зарядный кабель Type-C и краткое руководство пользователя. В принципе, здесь все стандартно и без особых сюрпризов. Кейс и сами наушники выполнены из черного матового пластика, по сути такого же, как и в моделях линейки GT1. На передней стороне зарядного кредла расположен трехточечный индикатор. Каждая лампочка — это 1/3 емкости аккумулятора, который здесь установлен на 580 мАч. Петля крышки пластиковая и не имеет доводчика. В открытом состоянии не люфтит, а в закрытом фиксируется плотно на магнит. На задней стороне под петлей расположили гнездо зарядки, а в нижний торец встроили беспроводной модуль. С 0 до 100% зарядка по проводу занимает около 3 часов, а по беспроводному интерфейсу этот интервал увеличивается раза так в 1,5. Габаритные размеры кейса по длине, ширине и высоте составляют 64 на 29 и на 44 мм соответственно. Сами наушники имеют точно такие же размеры и форму, как во всей линейке GT1, за исключением двух моментов. В модели G5 на внутренней стороне между звуководом и контактами для зарядки расположили инфракрасные датчики автопаузы, а на внешней стороне сенсорной области для управления функциями мультимедиа теперь наконец-то выделены круговыми глянцевыми фасками и чуть утоплены вовнутрь корпуса. Со стороны даже может показаться, что это механические кнопки, однако это не так. Теперь к управлению не придется долго привыкать, потому как промахнуться по сенсору будет довольно сложно. Одинарный тап во время воспроизведения музыки отвечает за плей-паузу, а в режиме звонка по данному действию можно ответить на вызов или положить трубку. Двойное касание позволит переключать треки: направо наушники вперед, на левом назад. Тройное прикосновение к сенсору левого наушника вызывает голосового ассистента, а то же действие по правому позволяет переключаться между режимами — обычным и игровым. Последний, кстати, работает довольно корректно, и задержка в играх при его активации становится минимальной. По крайней мере в PUBG Mobile она вполне себе сносная, играть можно комфортно, не боясь что-то пропустить. По моим замерам она примерно совпадает с заявленной производителем в 65 миллисекунд. О Ютубе при таком раскладе и говорить нечего, здесь все так же отлично работает. На мой слух звук от видео не отстает от слова совсем. В каждом наушнике установлен аккумулятор на 40 мАч, и время работы на одном заряде при 100% громкости в моем тесте автономности составило 3 часа и 19 минут. Результат для 2020 года средний и вполне ожидаемый, ведь сам производитель заявил в спецификации 4 часа автономной работы. Подключение к смартфону параллельное и происходит по изъятию любого наушника из кейса. Таким образом можно воспользоваться как сразу двумя, так и любым из них отдельно. Интерфейс сопряжения Bluetooth версии 5.0, а из аудиокодеков доступно два. Это AAC и SBC. Что же касается непосредственно звучания, то тут скажу так: от прослушивания музыки в этих наушниках остаются очень приятные впечатления. Перегрузов нет даже на максимальной громкости, но здесь хотелось бы отметить, что ее уровня лично мне немного не хватило. На максималках они звучат примерно так же, как и Halo GT1 XR из моего недавнего обзора. По частотной картине в целом звучание ровное, без ярко выраженных акцентов на басе или же верхах. У меня даже сложилось такое впечатление, что слушаю я GT1 XR на кодеке aptX, а не эту новинку на AAC. Вот так у этих двух моделей схож звук. Таким образом, лично для меня по данному параметру не нашлось ничего нового. В наушниках G5 старое доброе хейловское звучание, которое меня полностью устраивает, только вот хотелось бы немного погромче. Ну а теперь я предлагаю тебе послушать, как данные наушники работают в качестве гарнитуры для телефонных разговоров. Проверяем работу микрофонов в наушниках Halo G5. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Собственно, по традиции буду открывать сейчас окна.
создавать эдакий сквознячок и вот таким образом отрабатывать шумодавы в данном сценарии использования. Мимо машины проезжает, ну вот как-то так это все работает. Ну и по традиции тест с печкой. Сейчас буду прибавлять ее уровни по одному. Сейчас у меня стоит на единичку, на двоечку, на троечку и на четверочку. Таким образом, собственно, у меня максимум шума выдает искусственная печка. И вот так отрабатывают шумодавы в наушниках Halo G5. Можешь послушать, собственно, вот такой вот тест микрофонов получился. По стабильности соединения наушники ведут себя замечательно, подключаются быстро, сидят в ушах хорошо. На улице при надетой длинной куртке и телефоне в кармане джинс сигнал хороший и во время ходьбы не прерывается. При проверке на дальность, заявленные 10 метров, наушники держат исправно. Ну и подводя некий итог, что могу сказать. На сегодняшний день за $25, а именно во столько мне обошлись наушники Halo G5, аналоги данной модели с такими же характеристиками назвать мне будет сложно. Самые приближенные к ним по параметрам наушники это QCY T5 Pro, в которых также имеется беспроводная зарядка, датчик автопауза и подключаемый игровой режим, но вот адекватной индикацией заряда кейса, а также интерфейсом зарядки USB-C наушники от QCY не обладают, оттого полным аналогом при той же стоимости назвать их нельзя. Таким образом, в сухом остатке мы получили достойное продолжение линейки GT1, ну а стоит их покупать или нет, в конечном итоге решать только тебе. Я же постарался максимально подробно и за короткое время рассказать тебе основные моменты по данной новинке. А на сегодня у меня все, спасибо тебе за просмотр, отдельно за лайк и комментарий и увидимся в следующих видео. Пока-пока.